Друзья, всем большой привет! Мы продолжаем с вами изучать машины в боновом магазине премиумные, поэтому сегодня поговорим о Т-26Е5 Патриоте. Кому эта машина нужна и стоит ли ее брать за 8000 бон? Присаживайтесь поудобнее, берите чай, кофе, мы начинаем. Поехали! Т-26Е5 это танк 8 уровня ветки США, премиум тяжелый танк. Довольно интересная машина, имеет довольно неплохое орудие, то есть у нее есть ряд достоинств и ряд, конечно же, недостатков. Поэтому давайте сегодня будем в этом разбираться. И начнем, как обычно, с орудия. У нас 90 миллиметровая пушка. Имеет неплохое пробитие, 230 мм базовым подкалибером. И 240 альфы. По альфе, конечно, маловато, 240 выбивать вам 2000 урона на такой машине будет долговато, но с таким пробитием в 230 это, в принципе, возможно. Танк имеет неплохой разброс 0.38, ДПМ в районе 2000, сведение 2-3 секунды. То есть, в принципе, пушка очень даже ничего. На ней настреливать можно. У танка есть довольно неплохое бронирование башни, о котором мы поговорим с вами более детально в Collision модели. В остальном, машина довольно подвижна, имеет 15 и 17 лошадей на тонну, максималку в 40 километров. И действительно, танк эту максималку набирает довольно уверенно. Плюс у нас неплохой базовый обзор 390. В принципе, на этом тяжике можно играть как на СТ. То есть по геймплею, я думаю, он будет похож на Супер Першинг. Но, конечно, разница в том, что здесь пушка пробивает чуть побольше, но танки видит, конечно же, десятки. В принципе, я сейчас катаю на Супер Першинге. Думаю, на него тоже сделаю обзор. Если вам нужен обзор на Супер Першинг, напишите об этом, чтобы я знал, делать его или нет. В остальном давайте вернемся к Патриоту. Экипаж у нас 5 человек. То есть в целом на нем без проблем сможем прокачивать экипажи тяжелых танков США. По доходности машина тоже неплохая. Мы, к сожалению, не сможем посмотреть стоимость одного снаряда, но я думаю, он не слишком дорогой, потому что я видел, как эти машины фармят. Фармят они довольно неплохо. Давайте поговорим о сборках, подумаем, какие сборки для него будут максимально адекватными. Сейчас продублируем его еще раз, потому что одного нам маловато будет, наверное, чтобы поэкспериментировать. Так, добавить. Давайте посмотрим. Ну, для начала разберемся с экипажем. Мы обязательно качаем боевое братство и ремонт. И качаем также радиоперехват. Плюс у наводчика и мехвода плавный ход и плавный поворот башни. Это обязательные перки для того, чтобы стабилизацию танка максимально улучшить. Видим, что когда мы берем боевое братство, у нас уже заряжание оружия становится без досылателя 6,75 секунд. Это очень быстро. То есть ДПМ сразу хорошо возрастает, 200. Давайте соберем эти машины. Первый слот у нас на живучесть. Я думаю, можно попробовать собрать его на максимальный настрел. То есть вентилятор, досылатель. И в целом можно поставить либо оптику, чтобы прокачать обзор. С оптикой у нас обзор будет 466 метров. То есть, понимаете, эта машина сама может светить. В такой сборке у нас перезарядка орудия 5,92. Это очень неплохо. Либо можем добавить немного очков прочности и добавить вместо оптики мы можем добавить свободно улучшенную закалку. Почему нет? В такой сборке у нас обзор будет, конечно, чуть поменьше, но тем не менее 422 тоже достаточно. Оптика, в принципе, не обязательно. Это прям если играете со второй линии, вам она может подойти, чтобы пересвечивать танки. Но в целом, я думаю, можно и без оптики. Ставим еще раз. Одна сборка — это закалка, досылатель, вентилятор. Вторую сборку можно сделать вообще крутую. То есть ставим сюда вентилятор, досылатель и можно поставить турбину. Особенно если прокачаете полевую модернизацию. Думаю, сюда можно спокойно втыкать турбину. Машина будет на порядок быстрее ездить. В принципе, в конечной точности мы не потеряем. ДПМ останется, в принципе, на том же уровне. ХП будет на 150 поменьше, но подвижность уже будет 16 лошадей на тонну. Максималка 44 км в час. Так что обе сборки рабочие. Выбирайте сами, конечно, под себя. Машина имеет довольно неплохую конечную стабилизацию. Я не вижу смысла на него ставить стабилизатор. Многие играют с ним, но мне кажется, это будет прям лишнее уже. Если у вас с боевым братством все это прокачано, думаю, точно вам это не будет, скажем, необходимо. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим Collision, после чего зайдем в бой. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас довольно бронирована башня, там под 300 мм в маске. Уязвимая зона — это вот этот лючок, но сюда вас пробивать будут далеко не каждым выстрелом. Плюс щеки довольно хорошо бронированы, маска танкует, то есть от башни стоять на нем очень приятно, особенно с одноуровневым
противникам. То, что написано там 120 миллиметров башня или 160, это неправда, друзья. Тут очень хорошие углы приведенки. Машина действительно по характеристикам брони не имеет, но в реальном бою, стоя от башни, вы можете много чего отбивать. Главное, смотрите ровно на противника. ВЛД у нас 152 миллиметра, там приведенки 213, есть уязвимая зона. Это пулемет. Люк мехвода не такой уж прямо уязвимый. НЛД у нас рыхлый, 180 приведенки. Есть пара вставок, 186. То есть от башни стоять можно, от корпуса уже, конечно, будет не так приятно. Есть борт, который иногда что-то может отбить. Но, конечно, я бы не советовал на этом танке выкатываться бортом. Здесь все-таки можно вас через гусеницу пробить, потому играйте только лбом. Тем более УВН позволяют. У него минус 10 УВН вниз. Можно от башни стоять абсолютно в большинстве карт точно. Главное знать, куда ехать. На этой машине можно приезжать первым, особенно если будете играть с турбиной. Так что по броне разобрались. Башня крепкая, корпус рыхленький такой. Хотя семерки могут не пробивать, конечно, и в корпус. Имейте это в виду. Поэтому давайте посмотрим с вами бой, и там уже поговорим, кому эта машина нужна. Поехали в бой. Бой, как видим, друзья, у нас на карте Париж. Забросила нашего сегодняшнего героя с ником ИС-100-121, который играет во взводе с Прогетто. Сетап с 7 уровнями. В принципе, для него здесь абсолютно нет каких-то прям слишком сложных целей. Пробитие у танка, я напоминаю, друзья, 230 мм базовым подкалибром. Очень хорошая скорость, 1021 метр. Голдовый пробивает 259, но в таком бою, я думаю, голдовый подкалибр ему абсолютно не пригодится. Патриот и обычный Т-26Е5 это один и тот же танк, с той разницей, что на Патриот нанесен такой вот американский камуфляж. Мне, если честно, камуфляж не нравится. Я считаю, вот эти вот все цветные танки это такое. Я больше за реалистичность, поэтому у меня в клиенте отключены неисторичные камуфляжи. Я эту всю ерунду не люблю. Хотя иногда, конечно, пестрый танк тоже можно взять. Это никого за это, друзья, не обсуждаю. Кому эта машина подойдет? Давайте сразу не будем тянуть быка за рога, да? Поговорим. Если вы новичок и ищете хороший доходный танк, но по какой-то причине вам не нравится, допустим, да, ИС-6 или другой льгот, там Т-34-3, Альпийский Тигр. Это хорошая машина, которая позволит вам от башни настреливать. У него очень, как я уже говорил в Collision, неплохое бронирование лба башни. Плюс отличный УВН и хороший обзор. То есть в целом машина ездит также неплохо. К сожалению, в этом бою мы не видим, какое у него стоит оборудование. Но это, в принципе, и не важно. Вы должны оборудование, друзья, выбирать сами под себя. Я бы играл на этом танке с турбиной для того, чтобы приезжать раньше остальных. Слишком сильно довернул корпус вражеский Е5. Видим, что стабилизация у орудия неплохая в целом. То есть можно вести настрельный огонь. Здесь просто не получилось ему попасть в ВЛД. Но, тем не менее, видим, он стал спокойно от башни, принимает и отдает. Так вот, если вы игрок, который ищет фармовую машину, но не хочет сильно прям там заморачиваться с настрелом, эта машина вам подойдет, но единственный минус в том, что она не льготная. Для меня это сугубо моя, друзья, позиция, я никого не призываю там играть чисто на льготах и все такое. Но когда вы новичок, вам с десятками будет играть на порядок сложнее, вы должны это прекрасно понимать. Поэтому я для новичков всегда рекомендую льготные танки. В остальном машина хорошая, то есть у него приятное орудие, комфортное, можно стрелять на дистанцию, то есть подкалибр летает быстро. Выцеливать особо проблем не должно быть. Видим, что ему пробовали в лючок забросить, но не пробили, как я уже говорил. Буквально 2 минуты боя позади, у него уже 1200 урона есть. Видим, что он без каких-либо проблем, кто знает, моя любимая фразочка, настреливает урон спокойно, добирает вражеского танка побратима и дальше продолжает. Фугасами по нему ИС уже пуляют, потому что не может пробить. Здесь он занял абсолютно верный квадрат, тут от башни он стоит, в башню его никто здесь не пробьет никак. Это всякие десятки кумулями, там по 340 могут пробивать. Восьмерки, семерки для него просто не соперники. Дает в шишку млешки. Кстати, о AMX M4 Мле 49 мы также сделаем обзор в ближайшее время. Если ждете обзор, пишите. Друзья, кстати, я напоминаю всем, кто здесь впервые на канале, нас уже почти 1000 человек. Канал растет, я создаю контент от игрока другим игрокам, то есть у нас здесь нет пафоса и прочей ерунды, так что если вам такое по душе, подпись, лайк этому видео, это обязательно для того, чтобы канал быстрее продвигался в тренды. И не стесняйтесь, нормально упал на него, конечно, Т-29.
Не стесняйтесь писать о том, какие танки вы хотели бы посмотреть. Будем с вами вместе разбираться. Потому что я на этой машине играл не на своем аккаунте. В будущем, конечно, мы будем требовать у Wargaming, чтобы нам уделили пресс-аккаунт, и мы с вами на стримах будем кататься на всей технике, которая вас интересует, то есть такие планы есть. А до тех пор мы рассуждаем и делимся мнением по поводу того, как эту машину собирать. Я бы играл досылатель, турбина и, скорее всего, стабилизатор, возможно, либо же досылатель, турбина и вентилятор. Потому что я вижу, он здесь играет без стабилизатора, и прицел немного ходуном ходит. Я же все же думаю, что стаба в принципе не обязательно, но лишней точно не будет. Если вы любите комфортную стрельбу, стаба вам точно не будет, как я уже сказал, лишней. По турбине это для того, чтобы танк ездил еще быстрее, он и так достаточно подвижный. Я не могу назвать его медленным. То есть это быстрый тяжик, который может быстро приехать, занять позицию и сделать больно противнику. Так что вести настрел на нем максимально комфортно. 2900 урона у него уже есть. Много он в этом бою пострелял голдой. И я, если честно, осуждаю его за это. У машины комфортное пробитие. Это лишнее абсолютно. Стрельба голдой была. Потому что, ну, танк действительно 230 бронепробития. Даже при том, что это подкалибр. Все равно его хватает. Поэтому здесь игрок, я, скорее всего, считаю, что он не слишком разбирается в том, куда и как кого пробивать. В прицеле были танки, которые пробиваются на ура. Те, кто был на моем стриме вчера, знают, что на премах можно играть спокойно на ББшках. Если выцеливать, если не торопиться, можно фармить хорошие деньги. А эта машина позволит вам реально фармить, потому что пушка пробивная. Да, альфа маленькая, 240, то есть стрелять придется часто. Настреливать урон по чуть-чуть, понемногу, но здесь есть бронирование. Конечно, не в такой проекции, когда вы едете на противника, и он просто вас спокойно пробивает. Ну вот ВЛД, например, не пробил, как видим. То есть кое-какая броня есть, в башне броня прям очень хорошая. Видим, что у нас тотальная доминация от команды зеленых. Полностью развалили противника, счет 10-5. Они с тяжами выиграли ТТ-позицию, разорвали просто всех и вся. У него 3800 урона. Мы в конце обязательно с вами посмотрим доходность этой машины. От того, пока едет вперед, имеет мало, конечно, очков. 130 всего лишь у него осталось хпшек. Это не густо, но должно хватить. Я надеюсь, его не убьют в этом бою. Я же себе не изменяю, друзья, бой не смотрел. Комментирую вам в реальном времени, чтобы впечатление было максимально реалистичным, да? Так вот, если вы новичок, ищущий фармера, эта машина вам может подойти. Он стреляет часто, хоть альфа и небольшая, но тем не менее есть пробитие, есть броня в башне. Карты у нас имеют очень много разных рельефных позиций, где эта машина сможет спокойно настреливать свой урон. Конечно, приятнее играть, да, от альфы. У нас рандом такой, где альфа решает, я согласен. Поэтому, если вы ищете свой первый танк, первый тяж, лучше я вам советую взять ИС-6. У нас огромная фанатская база у ИС-6, это хорошая машина, которая имеет неплохое пробитие. Да, там не 230, там 192, по-моему, миллиметра, точно не скажу. Но, тем не менее, на восьмерке хватает, ну, лично мне. С моим уровнем игры, я на ИС-6 когда играл, на ИС-6, на Альпийском Тигре, это очень похожие две машины. Мне ББшки абсолютно хватало. Поэтому, если выцеливать, друзья, проблем у вас никаких не возникнет, главное не торопиться. Поэтому, если вам понравилось это видео, я жду от вас лайк, комментарий, делитесь своим мнением, мы всегда будем с вами беседовать и рассуждать, какой танк лучше. Поэтому, машина неплохая, в принципе, если она вам нравится, можно брать. Ярых минусов у него нет. Единственный минус для меня это то, что у него маленькая такая альфа за выстрел. Но, тем не менее, есть очень хорошая броня от башни и неплохая подвижность. А в современном рандоме это очень даже важные показатели. Так что рассуждайте сами. Если понравилось, знаете, что делать. До новых встреч и пока-пока.